Сегодня мы с вами поговорим о событии трехлетней давности, о трагическом событии, вернее, о тех людях, которые могут быть виновными в этом событии, которые могут быть исполнителями этого события. Мы поговорим о трагической гибели людей на остановке на Бассе, тот самый злосчастный троллейбус. Погибло тогда 8 человек и 26 человек было ранено. Было множество версий, много шума по поводу этого события, но толком так никто не сказал последнее слово, а что же произошло, а из чего стреляли и так далее, и так далее, и так далее. Спустя год после события было опубликовано расследование прокуратуры Донецкой Народной Республики, в котором говорилось о том, что, опять же, так же, как и ОБСЕ говорили, так и наша прокуратура говорила о том, что стреляли с северо-западного направления. И наша прокуратура заявила о том, что, вероятно, это могло быть орудие большого калибра, 203-мм орудие «Пион», которое могло стрелять с расстояния 37 километров. Мы задались задачей выяснить, а где же кто же мог действительно стрелять, кто мог быть виновным в этом. И в самом деле, так как «Пионы» достаточно серьезное орудие, нам удалось выяснить достаточно быстро, что все они были сосредоточены в рамках 43-й отдельной артиллерийской бригады большого калибра. Значит, в те дни эта бригада располагалась в районе Гродовка-Очеретино. То есть, предположительно, она там располагалась, то есть по тем сведениям, которые нам удалось найти в открытых источниках, она была там. То есть дальность достаточная для того, чтобы стрелять свободно практически по всей территории Донецка с этого места, с этой дислокации. Более того, они действительно все-таки могли там на марше выезжать там, на 3-4 километра и так далее. То есть они тогда, по своим же словам, по словам их солдат, заявляли о том, что они активно работали тогда по Дебальцево, активно работали по Донецкому аэропорту. Но опять же, дальности орудий хватало для того, чтобы достать и центр Донецка и достать и до троллейбуса на Бассе. Кто же виноват? Кто виноват все-таки в этом обстреле? Значит, по нашим сведениям, нам удалось выяснить двоих командиров 43-й отдельной артиллерийской бригады, вероятных командиров. Мы не знаем, к сожалению, кто именно командовал в тот день. Один из них это Стуженко Анатолий Ильич, подполковник ВСУ, такой себе интересный персонаж. Он активист Автомайдана Черкасского, он занимался распределением потоков гуманитарной помощи, то есть активно участвовал в Майдане, вот такой настоящий украинский националист. И вот, вероятно, он именно в начале формирования 43-й артиллерийской бригады, в начале прихода туда «Пионов», орудий большой мощности, именно он мог командовать этим. Второй человек, который позже сменил, но мы не знаем, к сожалению, когда именно он сменил Анатолия Ильича Стуженко на посту командующего этой бригады, это Добрынин Евгений Викторович. Это человек из Одессы, собственно говоря, тоже достаточно такой патриотически настроенный с точки зрения Украины гражданин, который также командовал этой бригадой. Вот. Кто из них именно виноват, мы точно не знаем. То есть это все предположительно, это все нами найдено в открытых источниках. Лично мне кажется все-таки, что вероятнее, то есть был все-таки Стуженко. Вот. Но опять же, это все не точно, это следует проверить и в других источниках. Кроме того, хочется добавить, что было найдено нами интересные записи в социальных сетях украинских, рассказы самих украинских военных, в то время служивших в данной артиллерийской бригаде, о том, что действительно наступило в самом деле возмездие со стороны наших войск по отношению к войскам ВСУ, по отношению к этим артиллеристам. По их заявлению, 31 января 2015 года наши войска
ДНР вывели на крайнюю позицию, то есть рискнули установку «Град» и отработали по позициям 43-й артиллерийской бригады, по пионам отработали «Градом». И попали, и даже есть подтвержденные украинские потери, 3 солдат, которые погибли тогда, и было выведено из строя 3 орудия ПИУ. Поэтому сказать, что как бы, вот, этот обстрел остался совсем безнаказанным, мы тоже не можем. Вот, хотя, опять же, это пока не подтверждено со стороны наших военных, то есть это всего лишь запись в соцсетях. Кроме того, естественно, мы по открытым источникам, опять же, поискали, нашли еще вероятных исполнителей, других исполнителей. То есть, надо понимать, что если стреляют, то это стреляет батарея, это 3 орудия, на каждом орудии это минимум 5 человек. То есть, соответственно, то есть обстрел достаточно большое количество людей исполнительных задействовано. И вот, среди исполнителей, то есть, опять же, мы нашли еще 2 таких, как вот Мельник Александр и Николай Ставничук. То есть это вероятные также люди, которые могли участвовать и либо имеют информацию о том, как, когда и где производился этот обстрел. Также, естественно, то есть нами отрабатываются и другие возможные исполнители данного преступления, по-другому не скажешь. Вот. Но пока еще они тоже все в поиске. Также хочу сказать, что то есть мы полагаем, это общественная комиссия, мы полагаем, что использование орудия неизбирательного действия является умышленным нанесением ударов по гражданскому населению как таковому, что в соответствии с пунктом 2е и пунктом И Римского устава Международного уголовного суда содержит признаки военного преступления. То есть, что бы они там ни делали, как бы они ни делали, но неизбирательный обстрел орудиями такого калибра имеет признаки военного преступления. И кроме того, хочется, пользуясь случаем, добавить, что мы просим граждан, которые что-либо знают о пострадавших в ходе военных действий, либо сами пострадали, либо их родственники пострадали, пусть обращаются к нам в общественную комиссию, мы им поможем, чем сможем, поможем зарегистрировать, поможем добиться наказания тех преступников, которые совершили данное преступление. Телефоны и контактные данные вы видите на экране, я думаю, вы их все передадите гражданам. Прошу вопрос. Известно, что вчера тоже произошла трагедия, был обстрелян автобус рейсовый, погиб человек, есть раненый. Будете ли вы заниматься этим и, может, начали какие-то действия? Естественно, мы тоже будем этим заниматься, естественно, мы также опросим пострадавших, естественно, мы также постараемся найти виновных. И, естественно, мы при желании людей передадим эти материалы в международные инстанции с целью наказания преступников, конечно. Сейчас, чтобы вы понимали, то есть, первичный опрос, первичная информация нами, естественно, то есть какая-то получена. То есть, мы опять же ждем обследования людей медиками, то есть оформления каких-то медицинских документов для того, чтобы мы могли уже работать с этим дальше. Есть вопросы? Елена Соколова, телеканал Юнион. Какой круг экспертов был привлечен к расследованию и как тяжело было собрать ту информацию, которую вы сейчас предоставили? Спасибо. Значит, я повторюсь еще раз, что общественная комиссия, то есть это все-таки мы гражданские активисты, то есть мы не являемся никаким органом, то есть общественная комиссия это условное название. То есть, соответственно, то есть мы гражданские активисты и обращаемся в основном, в общем-то, к гражданским экспертам за советом. То есть нам активно помогает Александр Михайлович Моисеев, профессор, эксперт-криминалист высшей категории, то есть он уже участвовал в нашей работе. То есть мы активно задействуем его, и также других экспертов, которых не буду пока оглашать. По поводу поиска информации, надо сказать, что то есть, ее просто одно время просто не было. То есть, возможно, эта пресс-конференция стала сегодня потому, что многие люди, украинские военнослужащие, которые тогда служили, воевали здесь на Донбассе, они ушли в отставку. То есть и стала появляться информация, то есть информации на самом деле много, гораздо больше, чем вам здесь представлено. То есть
господа журналисты смогут, немножко потрудившись, найти также, я думаю, достаточно много по поводу всего этого. То есть стало появляться много информации, и она вот внезапно возникла, будем говорить, месяца 2 назад. То есть до этого была просто вот тишина и покой, никто ничего, мне трудно было что-то выяснить. То есть сейчас этой информации внезапно появилось достаточно много и стала возможна пресс-конференция.